Друзья, это канал Сладкий Мастер. Готовлю шоколадный медовик без раскатки коржей с пышным шоколадно-медовым бисквитом, шоколадно-сметанным кремом, рецептом которого я поделюсь в этой публикации, шоколадной глазурью и обсыпкой грецкими орехами. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В сотейник с медом всыпаю соду и включаю умеренный огонь. Помешивая, довожу мед до карамельного цвета. Почему я использую искусственный мед, читайте по ссылке в рекомендациях. Добавляю прохладное сливочное масло, перемешиваю, чтобы масло основательно растворилось в меде. Снимаю с огня. В яйца всыпаю сахар и вымешиваю на высоких оборотах миксера до пышной яичной смеси. Вливаю медовый сироп в яичную смесь. Перемешиваю миксером до однородности. Всыпаю всю муку и какао-порошок. Перемешиваю миксером до однородного шоколадно-медового теста. Вот такое тесто получилось. Форму диаметром 25 см с предварительно вытянутой пекарской бумагой выкладываю все тесто. Равномерно распределяю тесто по форме. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 45 минут. Готовый бисквит доставляю на решетки, а затем накрываю пакетом и убираю в холодильник до полного охлаждения. Для крема в вареную сгущенку добавляю 200 г сметаны из общего замеса. Перемешиваю миксером. Всыпаю какао-порошок и продолжаю вымешивать. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером до однородности. В оставшуюся сметану добавляю шоколадно-сметанную смесь. Вымешиваю миксером до получения стабильного шоколадно-сметанного крема. А все особенности по крему с полезными ссылками читайте в рекомендациях под этим рецептом. Это очень вкусный и ароматный крем, который подходит не только для сборки и оформления тортов, но и для наполнения пирожных, украшения капкейков и в качестве самостоятельного десерта в виде мороженого при заморозке. Крем устойчиво держится на лопастях миксера и готов к работе. Холодный бисквит разрезаю на 3 бисквитных коржа. Первый бисквитный корж впритык фиксирую разъемным кольцом. Выкладываю крем. Распределяю крем по всей площади выпечки. Сверху укладываю второй бисквитный корж и повторяю идентичные манипуляции. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк и оформите подписку. Любая ваша активность на канале мотивирует меня снимать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я лично тестирую на своей кухне. Третий бисквитный корж покрываю очень тонким слоем крема, просто чтобы не подсыхал. И немного крема оставляю на выравнивание торта. Накрываю заготовку пакетом и убираю в холодильник минимум на 10 часов для стабилизации. Для глазури шоколад растопил в микроволновой печи. Добавляю очень мягкое сливочное масло. Перемешиваю до получения однородной глазури. Горячую глазурь выливаю на холодный торт. Вращательными движениями распределяю глазурь по поверхности торта. Убираю торт в холодильник, чтобы глазурь застыла на 20 минут. Осторожно отделяю глазурь от формы острым ножом. Окончательно отделяю торт от кольца длинным ножом. Извлекаю кольцо. Оставшимся кремом при помощи палетки выравниваю боковину торта. Обсыпаю торт молотыми грецкими орехами, которые я предварительно раздробил в блендере. При этом орехи нужно фиксировать, чтобы они потом не осыпались. Торт получился невероятно вкусный и ароматный. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.